Всем привет! Начну с того, что все народы Советского Союза в школах изучали исключительно русское, с вкраплением европейского искусства. То есть это музыку, литературу, великие произведения. И это совершенно неплохо, но культурное наследие других республик, входящих в состав Советского Союза, либо вообще не изучалось, либо происходило показушное изучение чего-то одного, за редким исключением двух произведений, причем даже на территории самого региона. Было такое или нет? Буду судить по странам Средней Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, так как мне они ближе, чем страны европейские, которые также входили в состав Союза. То есть очень планомерно стирался сам культурный код, чтобы на выжженной земле насильно посадить свои семена. Получалось так, что происходило ущемление культурных прав на своей же исторической родине. И вот что важно, после распада русоцентризм сейчас воспринимается как смесь насилия, надрыва, подавления, без права на свою точку зрения. Политика всех заставляет подчиниться, но подается как миссионерская позиция. Советская империя уже давно распалась, и осколки разбросаны по всей Евразии. Но многие люди, чаще старше 45 лет, просто не замечают уже в себе этот русоцентризм и то, что с пеной у рта они мешают просто молодому поколению, которое пробуждает в себе какие-то национальные признаки и черты следовать своим каким-то национальным путем, не советским, не строем. Молодое поколение не хочет быть русоцентрализованным, оно сильно сопротивляется, но в силу возраста родитель, нередко даже чаще бесплатные общеобразовательные заведения учебные, давят на них своим родительским и возрастным авторитетом. Для того, чтобы начать рассказывать о какой-либо из культур, наверное, важно опираться на их устную историю. У казахов близкое к подобному называется непереводимым на русский язык словом «щежире». И самое, что интересно для русскоговорящих и не живущих в Средней Азии, эти сохраненные по крупицам источники рассказывают о вещах, не имеющих никакого сходства с историей, написанной в учебниках советских и постсоветских русских литераторов и ученых. Эта история сходится во многом с источниками Турции и Китая, то есть с многими не на русском языке. Случайность это? Ошибка? А может быть, это специальное стирание важных страниц истории? У народов Средней Азии также была, есть и будет великая литература, музыка, архитектура. Но вопрос в том, когда, кем, зачем и как все это уничтожалось. Никто не хочет в этом покопаться. Или не нужно политизировать. Нет никакой великой русской культуры, несопоставимой по глубине и широте своей с другими культурами. Причем она сама себя так позиционирует. Русская литература, музыка – это действительно лишь часть мировой. Она не лучше ни китайской, ни английской, ни французской, ни персидской, ни арабской, никакой. Ни тюркской, ни латиноамериканской. К этому выводу можно прийти, проанализировав и сопоставив даже историко-музыковедческие материалы на моем канале. Но приятнее, конечно, некоторым болеть величием, безусловно. Беда в том, что в 20 веке среднестатистический советский читатель, слушатель, зритель, он был просто вынужден изучать то, что позволяла идеология. И как в самом начале видео говорила, изучали исключительно русское, с вкраплениями европейского искусства. Далее я хочу привести цитаты из поста одной девушки, который случайно я увидела в Facebook. Итак, цитирую. Множество раз за последние годы я была вынуждена объяснять мексиканцам, почему я не знаю узбекского языка. Почему большинство русскоязычных моей страны его не знают. Почему мы не читаем своих писателей? Почему не знаем местной истории? Почему не слушаем народную узбекскую музыку? Почему нам не интересна родная культура? Почему мы добровольно решили жить в нашем крошечном, изолированном русском мирке, не высовывая оттуда своего постоянно задираемого носа?
Почему среди русскоязычной интеллигенции так мало исключений из всех этих бесконечных «почему»? Я отвечаю всегда одно и то же. Потому что четверть века я жила с комплексом колониалиста. Я не прячусь за множественным числом, но грош цена была бы моим словам, если бы они относились только ко мне. Мы действительно считали русскую культуру выше узбекской. Мы абсолютное этническое меньшинство. Не учили языка титульной нации, ибо полагали, что он ничего не может нам дать в культурном смысле. Нам были неинтересны местный театр, кинематограф, поэзия. Мы считали себя носителями великой, могучей, самодостаточной культуры. Об узбекской ментальности мы говорили только в одном ключе – критическом, чтобы в очередной раз потешить свой русский национализм. Среди наших друзей, конечно, были узбеки, но для каждого из них русский язык был вторым родным. Дело было не только в языковом барьере, еще один популярный термин. Оказалось бы, какого хрена у тебя барьер, если ты родился и вырос в этой стране? Мы считали, что человек, не знающий русского, недостаточно образован. Все-таки очень много фундаментальной литературы не переведено на узбекский. При этом нам как-то не приходило в голову, что это именно русская культура лишила узбекскую возможности чтения, отрезав ее когда-то от своих корней. В 29 году арабский алфавит был заменен латиницей, а в 40-м – кириллицей. Последующие поколения утратили возможность читать многовековую литературу на тюркском и персидском языках. Это был настоящий геноцид прошлого. Хуже поступили только испанцы, уничтожившие 90% всех письменных источников Мезоамерики. Против русификации узбекского алфавита, насколько я понимаю, никто особо не возражал, ибо за 2 года до этого события советское правительство расстреляло почти всю узбекскую интеллигенцию. Только 4 октября 1938 года были расстреляны 507 человек. Среди них кадыри, чулпат и фитрат. Ясное дело, что их обвинили в национализме. Впрочем, мы свое с лихвой получали, когда сами приезжали в Россию. Теперь уже на нас смотрели с высоты русского национализма. В мой второй приезд на писательский форум в Липках одна девушка спросила меня, откуда я, и, услышав, что из Узбекистана, великодушно ответила: «Ничего страшного». Другая узбекистанская писательница столкнулась с национализмом, еще не доехав до форума. По дороге к ней подскочила незнакомая женщина и прорычала в лицо: «Ух ты, азиатское быдло!». Как большевики присоединяли Казахстан, я уже рассказывала в прошлом видео. Это для тех, кто пишет, что все добровольно таки происходило. Смешно читать, знаете. До этого времени в 18-19 веках похожее происходило и с теми народами, которые сейчас входят в состав Федерации. Я про Якутию, к примеру, Коми, Бурятия, Алтай, которые так и не стали независимыми после распада. Везде военно-колонизаторское, захватническое присоединение, везде старательное стирание культурного наследия, культурного кода. Официальная линия партии провозглашала равенство на бумажке. Но еще в 60-х годах по линии КГБ в правительство отправлялись отчеты о том, что в национальных республиках сохраняется национальная оппозиция. А когда, к примеру, принимались конституции азербайджанской, армянской, грузинской республик, из них вообще вычеркнули положение о национальных языках, что вызвало, безусловно, большое недовольство населения. Отдельно стоит сказать о советском антисемитизме и шовинизме. И дело тут не только в сталинских репрессиях, этим дело не ограничивалось, я про быт говорю сейчас, про взаимоотношения. В более поздние годы, в 60-х, 80-х годах, действовал негласный запрет на поступление, на обучение в аспирантуре, на работу для евреев, например. Допустим, на математических факультетах престижных вузов СССР. Так абитуриентов могли попросту дать им решить какую-то нерешаемую задачу или просто занижали баллы и подобным же образом нередко срезали грузин, прибалтов, армян. А чего же их такая нелюбовь? Очень странно, да? Странно, когда вы не сталкивались с таким принижением. Далее хочу привести цитату профессора, члена Союза архитекторов СССР и Союза журналистов Толеубека Карамендатаге. Итак, цитирую.
О том, что к 20 веку крушение колониальной системы на нашей планете завершается, в том числе Российской империи, царского самодержавия, нам известно из средней школы. В высшей школе наследницу этой империи, советскую, во главе с русским руководством в Кремле, представили нам как самую демократическую в мире – Союза Советских Социалистических Республик с правом наций на самоопределение. Однако на самом деле курс был взят на русификацию народов всех союзных республик с единой русской культурой и русским языком. В институтах Москвы обычно проваливали на вступительных экзаменах в целевую аспирантуру представителей союзных республик. Так было в 1967 году со мной и выпускником Грузинской художественной академии. Шовинисты из Минобразования СССР преследовали две цели: внушение о слабой подготовке специалистов на окраинах Советской империи, изъятие мест целевой аспирантуры союзных республик и за счет их бюджета обучение аспирантов-москвичей. Когда я доложил постоянному представителю в Москве от КАС СССР Сулейменову о том, что мне, окончившему Касполитинститут с отличием, поставили 2, он грустно улыбнулся и дал понять мне: такова судьба инородца, пока он под пятой великоросса. В Москве все было, кроме птичьего молока. Изобилие промышленных и продовольственных товаров, процветала культурная жизнь, искусство всех видов и жанров. И все это в основном обеспечивалось вассалами союзных и автономных республик. Например, аспирант из Татарской АССР говорил мне, что даже в столице города Казани обыденная еда – это черный хлеб с маргарином и селедка. Мяса в магазинах не бывает, полки пустые. Знаете, национализм – это болезнь, которая лечится культурой и материальным благополучием. Если же не получается болезнь вылечить, то в ход, конечно же, идут принуждение и репрессии. В связи с этим полезно, наверное, вспомнить о том, что предлагал Ленин для многонациональной России в своих же заметках по национальному вопросу. Итак, цитирую. «Я уже писал в своих произведениях по национальному вопросу, что никуда не годится абстрактная постановка в вопросе о национализме вообще. Необходимо отличать национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной. Национализм большой нации и национализм нации маленькой. По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия и даже больше того, незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений. Стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас третируют инородцев, как поляка не называют иначе, как полячишкой, как татарина не высмеивают иначе, как князь, украинца иначе, как хохол, грузина и других кавказцев, инородцев, как кавказский человек. Поэтому интернационализм со стороны угнетающей или так называемой великой нации, хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик Держиморда, должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически. Кто не понял этого, тот не понял действительно пролетарского отношения к национальному вопросу. Тот остался в сущности на точке зрения мелкобуржуазной и поэтому не может не скатываться ежеминутно к буржуазной точке зрения. Говорить в постсоветских странах на своем родном языке – это не национализм. Не превозносить русскую культуру над всеми остальными в постсоветских странах – это не национализм. Сопротивляться засилию русской повестки, русскому телевидению, русской культуры в целом – это не национализм. Это обращение к своему культурному коду. На сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.